Всех приветствую на моем канале о рожковых кофеварках. Наконец-то мне попалась в руки модель из серии ECZ, имеющая название Скульптура, что на итальянском переводится как скульптура. Эта серия появилась в продаже еще в 2018 году и позиционировалась как дизайнерская, которую выпустили как стилистическое продолжение серии Эко и Эков под названием Икона Винтаж. А если уже смотреть глубже, то все эти Эко пошли от конструкции моделей EC300M и EC330. Тут даже несложно заметить визуальное сходство, но отличие тут не только в дизайне. И далее я покажу, какую работу над ошибками тут сделали. Эта модель была не из бюджетной серии из-за ценников в пределах $200-250 на момент выхода и имела достаточно нелестных отзывов, но обо всем по порядку. В этой серии было 3 цветовых варианта, это белый, черный и серый. Каждый вариант по-своему красив и смотрится на кухне отлично. Металла тут стало меньше, и это только к лучшему. Лицевая часть корпуса, в отличие от предыдущих моделей, тут выполнена из пластика с продольными линиями, а не из тонкого металла, который мог усиливать звук работы помпы. Секция с кнопками тут выделена массивной хромированной вставкой, но это тоже окрашенный пластик, так что агрессивно протирать не стоит, могут остаться потертости. Управление тут на 3 кнопках, как и в серии Икона Винтаж, но сюда добавили плату для функции автоотключения, поэтому верхняя кнопка без фиксации. Сверху имеем довольно красивую крышку, она вся блестит как полированная до зеркала нержавейка, но основная ее часть это окрашенный под хром пластик, как в случае и с нижней хромированной частью вокруг группы, а металл тут только в секции для чашек. Пластик этот мягкий и любая пыль при протирании может действовать на него как абразив. Остаются потертости, которые потом будут играть на свету, поэтому тут нужно быть аккуратным. Металлическая вставка тоже блестит, но от чашек на ней также будут потертости. Я бы рекомендовал положить сразу на это место тканевый коврик, чтобы она дольше оставалась целой. Место под чашкой находится не прямо над бойлером и особо сильно не прогревается, так что чашки подогреть тут не выйдет. Но производитель заботливо уплотнил стыки герметиком, чтобы влага с чашек не попадала внутрь аппарата, что явный плюс. Так же как и на Икона Винтаж, тут добавили рейлинг, но он уже поменьше, он чисто для декора, и с внутренней стороны концы рейлинга также замазаны герметиком. Регулятор пара тут довольно удобный, есть грани, и даже мокрой рукой есть за что ухватиться. Смотрится вполне лаконично под стиль аппарата. Далее на себя обращает внимание массивная решетка поддона для капель. Выглядит она внушительно и при этом красиво. По форме напоминает решетку как на EC330S и полностью покрывает поддон, огибая корпус кофеварки. Решетка выполнена из полированной нержавейки, именно нержавейки, в 1 мм толщиной, что уже как на просюмерских или коммерческих аппаратах. Да, она также затирается чашечками, но не теряет цвет, не потемнеет и не окрасится в другой цвет. Сам же поддон тут вместительный и имеет поплавок заполняемости. Теперь взглянем на рожок. Это классический делонговский двухушковый рожок, как и на тех же сериях EC и ECP. Но ручка тут имеет свою форму и декорирована металлической хромированной вставкой. Да, эта вставка покроется потертостями от использования, но сдалека будет смотреться интересно. Чаша рожка оснащена скобой для фиксации корзин, имеет массивную черную пластиковую вставку внутри. Вставка эта служит как лейка и для термоизоляции, чтобы кофе не касался алюминиевой чаши рожка и не отдавал при этом температуру. Ну и заодно, чтобы не подвергать коррозии материал чаши. Но в жизни под эту вставку попадает кофе, и оставаясь там, он приводит к коррозии и образованию мини-раковины. Советую периодически снимать ее и мыть. Также эта пластиковая вставка имеет высокие бортики, и они мешают порой вставить альтернативные корзины, например, от китайцев на 51 мм. Правда, при желании эти бортики можно срезать, хуже от этого не станет. Комплектные корзины уже двухдонные, можно встретить как разборные, так и неразборные. Разборные, естественно, лучше, так как их можно чистить. Хотя и неразборные тоже можно при желании разобрать, у меня на этот случай есть даже видео. Стоит упомянуть, что группа тут уже нового образца, как и в ECP, имеет широкий экран душика, который позволяет без проблем использовать альтернативные корзины и рожки, как, например, бездонник соли, или любые другие корзины на 51 мм, и застревать они не будут. В принципе, старые аппараты DeLonghi также можно модернизировать такой решеткой группы, и у меня на этот случай тоже есть видео, можете посмотреть. Стимер тут похож на такой, который используется в ECP. Насадка снимается и можно взбивать самим соплом.
силикон. Только в отличие от ЕЦП, сопла тут пластиковые, а не силиконовые. Держится очень крепко и не слетает. Внутри имеет второй уплотнитель, благодаря которому она хорошо и держится на трубке. Скажу по опыту, в 330 и Icona Vintage эти сопла тоже были пластиковыми и чем-то схожими, но часто могли слетать во время того, как взбивается молочная пена, так как они не имели того дополнительного второго уплотнителя внутри. Пару слов о баке для воды. Его емкость 1,4 литра, и он точно такой же, как и в модели EC330 и Icona Vintage. Теперь перейдем внутрь аппарата. Сразу видно, что это типичная бойлерная конструкция, на которой построено практически 90% всех аппаратов DeLonghi. Не сказать, что она плохая для бюджетного аппарата, даже наоборот. Но когда платишь $200, то хотелось бы получить немного больше, чем отличие в дизайне. Но имеем то, что имеем. Как видим, тут стандартная связка. Помпа на 48 Вт Улька. На ней стоит стандартный предохранительный клапан, который тут основное слабое место, но это поправимо. Можно заменить на аналог от Сайка или той же DeLonghi, только F-образный от автоматов, что я уже не раз делал. Далее тут стоит бойлер из нержавейки с навесным, который неизменно уже более 20 лет DeLonghi ставит в свои аппараты. Плюс тут в том, что у него съемный и заменяемый нагреватель, который стоит в разы дешевле сайковского Тена, и достать его намного легче. Ну а минус в том, что крепление термостатов тут не самое удачное, и это приводит к небольшим разбросам температур у аппаратов. А именно, если термостат для температуры эспрессо, к примеру, стал немного криво, то он будет не полностью прилегать к площадке на бойлере и сработает на немного высшей температуре, что приведет к перегреву и порче вкуса. Но это не так критично для подобных аппаратов, так как в принципе тут бойлер тонкостенный, потерь много, и говорить о точности с термостабильностью не приходится. Банально уровень не тот, чтобы придираться к температурному серфингу. Из нового тут разве что блок с платой, который отвечает за включение и автоотключение. Плата в закрытом боксе. Вода и пар, если лопнет трубка, на нее не попадут, за что отдельный плюс, так как у многих китайцев и не только этим даже не заморачиваются. В плане расположения элементов внутри тут можно сказать полный порядок. Исправили косяки с прошлых моделей, все на своих местах, и даже провода уложены и закреплены, а не раскиданы, как на 330 и Icona Vintage. От предыдущих моделей оставили только площадку для бака с водой и металлическую ножку, которая держит всю конструкцию, и в ней традиционно расположена помпа. За что еще можно похвалить эту модель, так это за улучшенные виброгасители помпы. В предыдущих моделях использовались просто резиновые ушки, и они были достаточно толстыми и жесткими. Вибрации гасили плохо, и от чего не только чашки ездили по поддону, а и сама решетка поддона дребезжала. Плюс ко всему это корпус из тонкого металла, например у той же Icona Vintage, как и у 330S, который просто резонировал с помпой, и на отдельных экземплярах звук был просто тарабанящий, как будто бы кто-то бьет ложкой в металлической кружке. И это портило впечатление от и так не обладающей приличными характеристиками кофеварки. Но в нашей модели эти проблемы решили раз и навсегда. Во-первых, тонкий металл, который легко царапался и гнулся, заменили на пластик с ребристой отделкой, которая делает его более жестким, и на которой царапин и пятен просто не видно, если не всматриваться. Во-вторых, помпу усадили в более тонкие резиновые виброгасители, которые максимально обхватывают ее и отлично гасят вибрации и звук. Поэтому она и работает тише, и чашки стоят как вкопанные. Думаю, что это все, что можно рассказать об этом аппарате. Несмотря на изящный и яркий дизайн, напоминающий стиль арт-деко, внутри это традиционная и простая DeLonghi с некоторыми решенными и некоторыми нерешенными болячками. Если и возникнут с ней проблемы, то это чаще всего будет потеря рабочего давления, причиной чему будет либо помпа, либо клапан. Но если заменить их, то это лишит ее основных проблем на будущее. Если говорить о ценнике, то тут основная наценка за дизайн, а не как за начинку. Да, что-то в ней улучшили, но не кардинально. Брать ее новой по той цене я бы не рекомендовал чисто из прагматичности. Но сейчас на вторичке ее можно найти за вменяемые деньги, чтобы дополнить кухню красивой кофеварки за недорого. Готовит она ровно так же, как и все DeLonghi, и та же 685 не исключение. Да, ее конструкция более современная, но уровень домашних рожков она не переплевывает. На этом, думаю, заканчивать. Всем спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. До новых видео.